Что ж, всем привет! Сегодня у нас очередная распаковка и очередная распаковка альбома History of Kingdom. На этот раз это долгожданная, это очень-очень долгожданная распаковка History of Kingdom Part 3 Ivan. Собственно, люди, которые давно подписаны на мой канал, знают, что у меня уже была распаковка, но у меня была распаковка только одной версии, то есть темной версии. Собственно, сначала давайте распакуем белую версию, потом я ее полностью покажу, а потом я полностью покажу вторую версию, которую я уже распаковывала, но сейчас сделаю все намного получше. И давайте распакуем. Еще чуть-чуть, еще немного. И ура! Этот альбом у меня. Посмотрите, какой он красивый. Я даже не думала, что он настолько красивый. Этот альбом был самым первым, который у меня появился от Kingdom. Я его заказала в январе. В январе 22 года. А сейчас июль 24-го. 2,5 года. Я не могу поверить, что я почти 3 года как Kingdom. Как настоящий профессионал распаковок. Распаковала уже миллион разных альбомов. Если вам интересно, вы можете посмотреть об этом в плейлисте с распаковками. О, на самом деле, этот альбом, он не такой уж прям и белый, он как будто бы немного серым отдает. Я не знаю, может, это из-за освещения в комнате. Действительно, кажется, как будто бы он такой вот сероватого цвета. Это белый, а вот это какой-то, вот видите, серый оттенок. Даже вот на свету. Холодный оттенок. Так, а теперь карта. Как обычно, мы надеемся на Айвана. У меня есть карточка Айвана. Это карточка Айвана из Black Crown, из этого альбома. Посмотрите, какой милый зайка. И я слышала, что это работает. Пожалуйста, 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 пожалуйста. И теперь открываем, и мне страшно. Подождите. Я привыкла к этому альбому, что он открывается вот таким вот образом. То есть вот эта основная часть и вот так. Карта вот здесь. А этот альбом, он открывается тяжелой частью, и карта вот здесь. Соответственно, теперь мы можем посмотреть полностью на карту. Давайте не будем сейчас об этом. Сейчас у нас самое главное — это карточка. Достаем фотобук. Тут имена мемберов. Тут очень прикольно написано кириллицей, если я правильно это называю. Русскими буквами, конечно, забавно. Получается Kingdom of Rain, Cloud, Snow, Sun. Короче, вот я вот сейчас вот показываю вот так. И я потом рядышком подпишу, вот где-нибудь вот здесь, прямо сейчас. У каждого вот на карте, видимо, свое место. Открываем. О, какая красота. Давайте сначала карточку поищем. Я увидела, чья это карточка. Как вы думаете? Это Джахани. И тут, как я понимаю, да, эти карточки, они необычны тем, что тут, посмотрите, как красиво написано Джахан, вообще очень красиво. И тут написаны силы, то есть скилл, и, видимо, что делает определенный персонаж, то есть это как обычная игра вот, настольная. Очень интересно, блин, если бы у меня была возможность у каждого узнать, если я узнаю, то я обязательно где-нибудь вот здесь вот вставлю всю информацию про все вот карточки. Очень красиво. И Джахани тоже очень красивый. Теперь где-то должна быть еще... О, вот. Вот этот кубик, он есть и там их должно быть 2. Вот сейчас у меня в прошлой версии вот, и их нужно будет потом склеить. И кто же? Посмотрите. Вы можете в это поверить? Блин, где он? Что у меня оба раза попался Чиу. Я везучая на вот эти подставочки с Чиу. Безумно. Это шок. Мой шок в шоке. Я в шоке. И даже, мне кажется, карточки на Чиу тоже в шоке слегка. Ну и получается, у меня обе мои фигурки, которыми я, так сказать, могу ходить, это Чиу. Мне очень нравится вот эта вся схема. Очень интересно придумали это. Меня это завораживает. В каждом альбоме есть какая-то такая своя особенность. Вот таким вот образом выглядят оба малыша Чиу. Вот это я везучая, действительно. Посмотрим сам фотобук. Тут логотип Kingdom. И тут Part 3 Ivan. Смотрите, как красиво. King of... Вот прочитайте, если вот тут так вот видно, то написано King of... Я не понимаю, он же
Он же King of Snow. А что это такое? Я не знаю. Они меня постоянно в тупик ставят этим текстом. Посмотрите, это тот человек из клипа. Я никогда вообще не видела распаковку этого альбома, поэтому для меня жесть, мурашки по коже. Вот тут написано вот здесь вот название их королевства. Вот у него красное снежное поле. Red Snowflake. Какой красивый. Я скучаю по Айвану с белыми волосами, вы бы знали. Да, и Айван как... Айван такой снежный король, прям король-король. Прям очень миленько. О, это Дан. С короной на голове. Кстати, у меня же тоже есть такая корона. Если кто-то не знал, то я недавно выпустила хореографию на интро 3-го альбома. И, к сожалению, в некоторых странах ограничено. По ссылке в описании мне очень нравится. И там есть корона, которую я сделала сама. Сейчас я могу даже показать. Посмотрите. Мне кажется, довольно прикольно. Точнее, если вам интересна моя хореография с этой короной, то добро пожаловать по ссылке. Луи. Вау. Мне очень нравится его вот этот вот наряд. Скажем так, в его стиле мне очень нравится. О, Муджин. Вау, вау, вау. Колечки красивые у Муджина. Блин, я так скучаю по тому времени, когда я только пришла. Это прям такая ностальгия. На данный момент, получается, у меня есть вся коллекция, не считая History of Kingdom Part 7, Джахан. Но... О, а вот и Джахан. Но он уже в пути ко мне. О, Артур. Тоже с такими розово-белыми волосами. Красота. Тут будут мои любимые наряды тоже. Мои любимые наряды это синие. Я очень сильно их люблю. О, вот и Чу. Очень красивая у него челочка. О, и еще Чу и Снежинка. О, вау. Король Снега задумался. Это неожиданно, кстати, вот этот кадр. Там же, как в клипе, блин, Айван на развороте, плохо его видно. В клипе там же был просто шар, а тут еще и корона под шаром. Интересно, интересно. О, и тут на вот этом фоне. Удивительно, кстати, то, что посередине Луи, а не Айван. Сама черная корона. Если я не ошибаюсь, то вот в этом альбоме тоже такая картиночка есть. Это мои любимые наряды. Я их так обожаю, вы бы знали. Просто я без ума. History of Kingdom. Мне так нравится вот такая стрижка у Айвана. Очень-очень красивая. И в дупу. Обожаю это. И все буковки. Какой красивый вот это. Это прям любимка. Очень красиво. О, Дан. Читая русские буквы, БДПП. Да, тоже красивый такой. В рамочке. О, эти рамочки мне очень сильно напомнили альбом Луи. О, а вот он Луи. Эльфы. Конечно. Муджин. Джип. Почти Муджин. Джахан. Джидип. О, Артур с рыжими волосами. Это, знаете, то, о чем невозможно перестать думать, это Артур с рыжими волосами. Мне смешно, как пишется по-русски. Артур — это дятица. Дятица. Это так мило. И ему еще и подходит. О, Чу. Тяжеловато пишется. Сейчас. Шфуфы. Почему они взяли как О букву F, если есть реальная буква О? О, Айван и Дан. Как они не замерзли в таком лесу? Елочки, там снег. Ну, видимо, они очень сильны. Вау, вау. Они так выглядят прикольно. Вайбы. А, Джахан и Артур. Я не могу. Эти волосы Артура, это невозможно. Это невозможно круто и невозможно офигенно. И Чу с Айваном. Красота. Они все в картине. Вау. О, и тут трек-лист. Получается, очень тяжело это все прочитать, но получается интро Legacy of Heartred, Black Crown, Fallen Star, VR, Burn, On Air и кредиты. Тут даже подпись есть. Korean Culture
Короче, культурная ассоциация Кореи. Да, и диск. Сейчас я достану диск. О, жух. Какая красота. По поводу вот этого альбома. Как я уже говорила, мне попалась вот эта штучка с Чу. И карточка, одна из самых первых карточек Kingdom. Вот такой вот дан. И вот тут, соответственно, тоже написано, какая сила, и все вот в этом роде. Мой биндер с того момента, как я получила эту первую карточку, и вот до вчерашнего момента уже очень-очень тяжелый. И я очень сильно им горжусь. Вот такие пироги, кстати. Я специально делала обложку для биндера самостоятельно. И посмотрите, какая красота с этой стороны. Я вышила сама как... вот это. Точнее, даже как вот так. Мне кажется, очень похоже. Я очень старалась. Ну и с другой стороны, просто Kingdom и снежинки. Давайте я сейчас покажу вам полностью карту, а потом посмотрим просто в окончании фотобук. Полностью карта, получается, кладется в игре. Две карты, вот одна в одну сторону, другая в другую. И, видимо, у них какое-то сопротивление, я не знаю. Вот так вот оно выглядит. Сейчас я посмотрю. Угу. И тут все. А, вот получается, вот отсюда начинается старт. Старт вот в эту сторону. Потом можно выбрать одну из этих сторон. Ну, короче, я немножечко, наверное, не понимаю самой сути игры. Но, видимо, нужно как-то кому-то что-то помешать сделать. Или типа того. Ну, хотя, возможно, это я просто не в курсе каких-то деталей. Но так интересно получается. Сейчас я попытаюсь все-таки понять, какая, где... Ой. Спасибо. Получается, Рейн... Это вот. Это, видимо, королевство Артура. Клауд это вот рядышком. Потом Сноу это вот. Потом это... Сан. Это солнце. Это вот, это королевство Джахан такое большое. Потом... Чендж. Чендж это... Вот, это Дан. Это Бьюти, видимо. Да, Бьюти это Луи, это вот оно. Черри Блоссом это Муджин. О, Муджин тоже большое королевство. Ну и, видимо, каким-то вот таким вот образом нужно с помощью фигурок от старта как-то куда-то что-то дойти. Ну и, соответственно, кидаю кубики. Но я не совсем понимаю, к чему можно прийти. Ну, в общем, как-то так, да. И давайте посмотрим фотобук, который я в прошлый раз как-то по глупости не показала. Поэтому давайте смотреть. Лед. Это темное королевство. Снова рыжий Артур. И у меня вообще нет комментариев никаких по поводу Дана, потому что это фотобук чисто. Думать можно только о 3 вещах. Первое — это рыжий Артур. Второе — это король Айван. И третье — Дан. Харизма. Невозможно. Очень красиво сочетали пирсинг и наряд. Сейчас, кстати, не так часто они что-то подобное используют. В любом случае, давно такого не было. И кто знает, когда в следующий раз он нас убьет этим. Луи. Мужин. Тут тоже, кстати, вот если так посмотреть, кажется, как будто бы обычный наряд. Но если присмотреться, то там вот тут вот у него сетка. И вот во время съемок он снимал вот эту шубу. Там тоже не все просто так. Мне очень нравятся эти стразинки на губах. Очень круто смотрится. А вот Муджин, как в клипе «Среди рук». О, Джахан. Мне очень нравится, как у него возле глаза вот эти штучки. Вот так. Очень красиво смотрится. Вообще и волосы ему, видимо, чем-то подмазали, чтобы они немножечко как будто бы с инеем. Вот да, тут лучше видно и то, и то. О, Артур. Без комментариев. Джепани, верните нам, пожалуйста, рыжего Артура. Я думаю, что все геймеры будут счастливы. И те, что очень давно станет Kingdom, и те, что очень недавно станет Kingdom, все будут счастливы видеть снова рыжего Артура. Чу. О, у него такая прикольная перчатка, мне очень нравится. Тут все 7. И снова проблема, что Айван на развороте. Ну, хотя бы немножечко в бок его сдвинули. И на том спасибо. Да, тут Айван и Джахан пострадали от разворота.
О, тут, кстати, фотография короны, но она немножечко не такая, как оригинальная корона. У меня мурашки снова по коже. Это невозможно. Во-первых, это Айвен, а во-вторых, это... Да, мои любимые синие наряды. Еще, кстати, у него тут другая стрижка. В прошлом фотобуке у него была стрижка с удлиненным вот здесь, я не знаю, как это называется. А тут у него полностью уже гладенькие волосы. И снова вот эти рамочки. Я как-то даже забыла, то, что они вообще есть. Хотя я не помню, что я говорила во время распаковки 5-х альбомов, но, возможно, я тоже об этом упоминала. Потому что в альбоме Луи там тоже очень красивые рамочки, только немножечко они отличаются. Но там я хотя бы какую-то связь видела, я вообще не вижу никакой связи. Все рамочки просто самые такие классические, красивые. Так мило. Точно. И тут Дан, который стреляет из лука, чтобы поприветствовать новую эру, которая на тот момент была History of Kingdom Part 4. Дан. Тут снова Дан в ханбоке. О, очень прикольно. Видно или нет, я не знаю. О, и тут снова получается то же самое, что и было, только в черном окрасе. Ладно. Ну и, соответственно, диск. Диск точно такой же. О, тут еще старый логотип GF, сейчас же он обновился слегка. И, собственно, на этом все. Что еще могу сказать? Это были самые долгожданные альбомы, мне кажется, в моей жизни. Не потому что я очень долго ждала, а потому что это альбомы эры, в которую я пришла, и альбомы эры моего веса, можно сказать, Айвена. И вот сейчас вот так вот они складываются. Ну, соответственно, они складываются там вот в общий рисунок. Это такие воспоминания. Просто я очень сильно скучаю по тому времени. И что я могу сказать? Думаю, что пора прощаться. Если вам понравилось это видео, вы можете поставить лайк. Вы можете подписаться на канал, чтобы не пропускать другие мои распаковки и вообще другие видео. Также вы можете подписываться на мои социальные сети в виде ТикТока и Телеграм-канала моего. И я скажу пока. Пока-пока-пока.